Приветствую вас, дорогие автолюбители! Сегодня мы поговорим о простых и банальных вещах. Я недавно рассказывал и делал видео о том, как правильно подобрать магнитолу на андроиде, Jansun и чем они отличаются. Но жизнь заставляет нас рассказать вам о том, что есть другой аспект. Как правильно подобрать автоэлектрика, который сможет подключить данную Android магнитолу. И здесь нужно рассматривать несколько нюансов. Первый нюанс, то что магнитола подобранная правильно. То есть если вы подберете правильно кабель, если вы правильно подберете с помощью менеджера, подберете магнитолу, нужную именно для вашего автомобиля, обязательно предоставив ему разъемы подключения, то вероятность того, что вам понадобится автоэлектрик, очень низкая. Но если все же так произошло, и вы начинаете искать автоэлектрика, либо нет времени, либо нет желания разбираться, то есть очень простые правила, как проверить автоэлектрика. Первое, что вы должны понимать, что каждый автоэлектрик, перед тем, как устанавливать что бы то ни было, какой-то электронный прибор, должен проверить питание. То есть проверить питание самой автомобиля. Соответствует ли питание вашего кабеля и магнитолы. То есть он берет вашу магнитолу, не устанавливая рамку, не разбирая ничего, не монтируя, а взять просто магнитолу эту и подключить на питание. Но делать он это должен обязательно только если он с помощью специального прибора, контрольки, проверит, правильно ли подается питание и соответствует ли оно схеме. Если этого электрик не делает, то уже возникает сомнение об его уровне. И вообще электрики делятся на две части. Одни считают, что они самые умные, а другие только что закончили ПТУ. Из-за этого как раз есть проблема. Помним одно, что все хорошие автоэлектрики давно уехали с наших стран и находятся за границей, и там работают, зарабатывают большие деньги. А то, что остается здесь, обычно именно вот такое. Первое, что он начинает рассказывать: да я знаю, я слишком умный, все мне получается. На самом деле такие люди научились чему-то одному и учиться больше не хотят. Нормальный автоэлектрик этого говорить не будет. Ну и тот, который сразу берется, монтирует магнитолу и начинает ее подключать. Тоже есть большие сомнения в его профессионализме. То есть зашли, увидели, если человек не проверил проводку, если человек не подкинул магнитолу перед тем, как устанавливать, это уже не автоэлектрик. Что касается отключения питания, ну честно скажу, автоэлектрик может это делать, не отключать аккумулятор, так как он знает, как это нужно делать. Ну, естественно, он перед этим проверил. Вторым аспектом, если у вас возникает довольно сложная ситуация, когда нужно подключаться по линейке, то есть использовать линейное подключение, у вас есть штатный усилитель, тогда вы должны обязательно спросить перед тем, а что такое линейный выход, сможете ли вы линейно подключить эту магнитолу. Если он не понимает, о чем идет речь, я бы не рекомендовал обращаться к такому автоэлектрику. Ну и дальше, каждый знающий автоэлектрик, он всегда хочет чему-то учиться. Он обязательно узнает, как это должно быть, и не будет браться, пока полностью не разберется. Очень часто мы наблюдаем проблемы с подключением с камерой. Там обращаются, звонят электрики, они не знают элементарных операций, как просто подключить камеру к современной Android магнитоле. Также есть проблемы, связанные с тем, что автоэлектрики не делают элементарных элементов проверки. То есть получается магнитола, он не подключая кабеля, не подключая саму магнитолу, не протестировал ее перед тем, начинает сразу установку. То есть разбирает, монтирует, режет, крутит и так далее. Это тоже очень большое сомнение в таком автоэлектрике. Ну и знайте, что все-таки самое правильное при подборе автоэлектрика — это правильно проконсультироваться с продавцом, с консультантом-менеджером, предоставить ему всю информацию. Да, мы понимаем прекрасно, что вы не хотите разбирать свой автомобиль, вы не хотите, не находите времени на это, показать разъемы подключения, но тем самым вы подставляете себя прежде всего. Вы получаете товар, который может не соответствовать. И тогда придется платить еще раз за кабеля, а возможно за то, что нужно будет резать и так далее. Иногда в автомобилях у нас тоже бывает такая ситуация. Клиенты предоставляют нам фотографии других автомобилей, каких-то они находят в интернете, и считают, что у них именно так. Но вы должны знать, что до вас, владельцем автомобиля вашего, если он был БУ, мог быть кто-то другой. А также
также при покупке, когда заказывали первую магнитолу, могли полностью поменять проводку, могли обрезать ее, и уже будет полное несоответствие. Поэтому чем больше вы дадите информации продавцу, тем больше вероятность того, что вы получите очень качественный товар. Тоже делаем выводы. Главное всегда видеть того, с кем вы будете работать. Я, конечно, понимаю вас, что найти нормального толкового электрика в многих городах сейчас невозможно. Но мы сделаем все и делаем всегда все для того, чтобы упростить это действие, чтобы вы могли сделать это самостоятельно. Ну а основные признаки я назвал. До новых встреч и надеюсь, эта информация вам будет полезной.